Всем привет! Очередное видео про Toyota. В предыдущем видео я убирал стук руля, потому что рулем поворачиваешь, когда маневрируешь, такой тук-тук. И я думал обойтись малой кровью, поменять опорные подшипники. Заодно мне нужно было пыльники поменять, но стук остался, подшипники были хорошие. Теперь очередь дошла до рулевого кардана. Вот он здесь. То есть для этого нам нужно снять этот кожух, он на пластмасках, то есть пальцами откручивается. Сверху пластмасску. Здесь она на двух шурупах крестовой отверткой. На точно такой же Toyota буквально недавно поменял. Снимал этот рулевой кардан, промежуточный вал. Вот, и покажу вам, что я с ним делал. Так, вот я его снял. Вот так вот он есть. У него эта часть нижняя. Вот с этой стороны вставляется болт под 12 ключ. Сверху точно так же, только он наоборот идет. С этой стороны. То есть, чтобы открутить, сначала нужно одну сторону открутить, снизу. Потом руль поворачиваете и сверху выкручиваете. И оставляйте в том же положении. Не крутите после того, как сняли вал, не крутите руль, чтобы он остался в том же положении. Вот. Значит, точно на такой же Toyota была точно такая же проблема. Там мы решили не покупать этот вал, потому что он самый дешевый, около 100 евро получается. И мы попробовали, разобрали его. И что я сделал? Добавил смазочки. И вот эту часть развернул на 180 градусов и вставил. Сейчас я разберу, покажу, как он выглядит изнутри. И после того, как мы собрали, поставили, машина поехала 100 километров и не было ни одного стука. Поэтому на своей машине я решил сделать точно так же. Поэтому после того, как соберу, поезжу, потом в комментарии напишу, помогло это в моем случае или нет. Да, и разбирается. Здесь вот шайба такой, как заглушечка, колечко. Оно не на резьбе, оно просто выбивается в ту сторону. Довольно-таки несложно. И все, и он разбирается. Здесь видно. Есть шарики. То есть 3 канавки с шариками по 5 шариков. И между еще есть такие вот, как игольчатые, вот эти. Эти шарики катаются туда-сюда. Поэтому добавлю смазки и просто разверну на 180 и поставлю обратно. После того, как собрали, смазку поставили туда, да, перед этим, то разработайте этот вовнутрь, туда-сюда, так, хорошенько, пока она не начнет свободно ходить, без сопротивления. То есть она будет немножко туго ходить, но она так и должна быть. Но чтобы не было так, что где-то застревает. Так, чтобы смазочка разошлась там, везде. Потому что из-за этого, может быть, где-то проскакивало и получался стук. Почему она гуляет? Из-за того, что крепится к рулевой рейке, а рулевая рейка не к кузову, а на подрамнике. Крепится на сам подрамник. А подрамник, как вы понимаете, он взаимосвязан с подвеской. И он играет при определенных маневрах машины. Так что будем сейчас ставить обратно и пробовать кататься. В комментариях напишу итог, что с этого вышло, помогло или нет. Все. Обратно ставить точно так же. В том же порядке. Ничего сложного нет. Все. Пока.